Всем привет! Мы сегодня с вами вяжем вот такой простой, но эффектный узор. Очень хорошо подойдет для вязания шапок. Наверняка подойдет также для вязания кофт или носков, например. Вот довольно-таки простой узор. Я вам желаю приятного просмотра. Петли для узора я уже набрала. Раппорт этого узора состоит из 6 петель плюс 2 кромочные. То есть я набрала 18 петель плюс 2, это 20 петель для вот этого кусочка пробного. Кромочную петлю я снимаю и провязываю теперь 2 изнаночные, 2 лицевые. Теперь я провязываю 4 изнаночных, 2 лицевые петли. И так мы продолжаем вязание до конца ряда. 4 изнаночных, 2 лицевые. И в конце ряда я провязываю 2 лицевые и 2 изнаночные. И последняя петля кромочная, я ее провязываю лицевой. Ее можно также провязывать и изнаночной петлей. Второй ряд и все четные ряды мы провязываем по рисунку. То есть кромочную я снимаю, теперь провязываю 2 лицевые, 2 изнаночные. И теперь вяжу 4 лицевые по рисунку, 2 изнаночные, 4 лицевые, 2 изнаночные, и в конце ряда я провязываю 2 лицевые и кромочную провязываю лицевой петлей. Поворачиваю вязание. Третий ряд мы провязываем так же, как и первый, то есть третий и четвертый ряд мы также провязываем все по рисунку. Кромочную петлю я провязывала всегда лицевой петлей, поэтому я ее снимаю так, что я нить ложу перед работой и тогда ее только снимаю. Если мы провязываем изнаночные, то нить остается за работой. И теперь опять, как я уже сказала, третий ряд мы вяжем все по рисунку, и четвертый также все по рисунку. То есть теперь провязываю опять 2 лицевые, 4 изнаночные, 2 лицевые. В конце ряда 2 изнаночные, также и в начале ряда у нас были 2 изнаночные, и последнюю кромочную лицевой. Поворачиваю ряд, и четвертый ряд я также вяжу все по рисунку. Кромочную снимаю, нить при этом перед работой, и вяжу по рисунку 2 лицевые, 2 изнаночные. Теперь 4 лицевые и 2 изнаночные. В конце ряда вяжу 2 лицевые и кромочную вяжу также лицевой. И теперь мы с вами вяжем 5-й ряд. В 5-м ряду кромочную петлю я снимаю. Нам понадобится вот такая вот или третья спица, или я беру, например, вот такую иглу. Кромочную снимаю, беру иглу, она пластиковая, поэтому на ней хорошо держится петельки. Снимаю петли 2 изнаночные и убираю их за работу. Первую лицевую провязываю,
Возвращаю эти 2 петли на левую спицу и провязываю их изнаночными. Одна изнаночная и вторая изнаночная. Теперь опять берем вспомогательную иглу. Следующую лицевую я снимаю и оставляю ее перед работой. Провязываю 2 изнаночные. Возвращаю петлю на левую спицу и провязываю ее лицевой. Вот так вот получается. И теперь мы повторяем. 2 петли, 2 изнаночные я снимаю за работу. Одну лицевую я провязываю. Возвращаю эти 2 петельки на левую спицу. И провязываю их лицевыми петлями. Одна лицевая и вторая лицевая. Лицевую петлю я теперь опять снимаю. Перед работой провязываю 2 изнаночные. Возвращаю петельку на левую спицу и провязываю ее лицевой петлей. И то же самое мы повторяем еще один раз. Изнаночные петли за работой у меня, одна лицевая. Возвращаю изнаночные и провязываю их изнаночными. Первая петля, вторая петля. Лицевую петлю снимаю перед работой, провязываю 2 изнаночные. И теперь возвращаю петлю на левую спицу и провязываю лицевую петлю. И кромочную я провязываю тоже лицевой. Вот так у нас выглядит. 6-й ряд, как я уже говорила, мы вяжем по рисунку. Кромочную петлю я снимаю. И теперь провязываем по рисунку 1 изнаночную, 4 лицевых. 2 изнаночных, 4 лицевых. 2 изнаночных, 4 лицевых. Так, вяжем до конца ряда. И в конце ряда я провязываю 1 изнаночную и кромочную провязываю лицевой. Следующий ряд я также вяжу все по рисунку. Кромочную снимаю, 1 лицевую, 4 изнаночных. Теперь провязываю 2 лицевые, 4 изнаночных. Так, вяжу дальше, 2 лицевые, 4 изнаночных. И в конце ряда я провязываю 1 лицевую и кромочную провязываю тоже лицевой петлей. 7-й ряд мы практически вяжем так же, как и 1-й ряд, то есть повторяем. То есть у нас получается, мы вяжем 7, 8, 9, 10 ряды. Мы провязываем полностью все по рисунку. И с 11 ряда мы опять перекрещиваем петли, как мы вот здесь вот уже в 5-м ряду мы делали перекрещивание, то есть мы повторяем. Теперь мы с вами вяжем 11 ряд, опять же с перекрещенными петлями. Первую кромочную я снимаю, беру вспомогательную петлю
И лицевую петлю снимаю перед работой. 2 изнаночные. То есть мы вяжем также, только смещено у нас все получается. Теперь возвращаю петлю на левую спицу и провязываю ее лицевой. Теперь у нас идут 2 изнаночные. Я их снимаю, ложу за работу и провязываю 1 лицевую. Возвращаю петли на левую спицу. И провязываю 2 изнаночные. Вот так вот выглядит. Здесь они соединяются, 2 лицевые петли. Теперь следующая у нас идет лицевая. Я ее снимаю перед работой. 2 изнаночные. Возвращаю петлю на левую спицу. Провязываю ее лицевой. 2 изнаночные я снимаю за работой. 1 лицевая. Возвращаю петельки на спицу и провязываю их изнаночными. Еще раз повторяем. Лицевую петлю снимаю перед работой. 2 изнаночные. Возвращаю петлю на левую спицу. Провязываю ее лицевой. И 2 изнаночные снимаю за работой. 1 лицевая. Возвращаю их на левую спицу. И провязываю 2 изнаночные. И кромочную провязываю также лицевой. И теперь я провязываю 5 следующих рядов, полностью все по рисунку. Вот я 5 рядов повторила, провязала по рисунку, и теперь мы повторяем перекрещенные петли, как мы уже делали в 5 ряду. 2 изнаночные снимаю за работой, лицевую провязываю. Опять возвращаю все на спицу, 2 эти петелечки, и провязываю их изнаночными. То есть все то же самое, что мы с вами уже делали. И лицевую петлю всегда у нас лежит перед работой. 2 изнаночные. Возвращаю петлю на левую спицу и провязываю ее лицевой петлей. И так мы вяжем дальше. Изнаночные у нас всегда лежат за работой, лицевая всегда лежит перед работой. И лицевые петли вот так мы разделяем через изнаночные. Провязываю 2 изнаночные. И теперь лицевую снимаю вперед, перед работой, 2 изнаночные. И у нас между лицевыми опять получается 4 изнаночные петли. Так вот выглядит. Итак, вяжем дальше. После этого ряда опять провязываем 5 рядов полностью все по рисунку. И только вот 1 ряд у нас получается как перекрещенные петли. Очень легко запомнить узор. Узор простой, очень эффектный, я считаю. Подойдет хорошо для шапок. Вот. Я вам желаю приятного просмотра. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии, ставьте лайки и до следующей встречи.